Всем привет! Сегодня 16 ноября. Я обрезала и укладывала клематисы, готовила их к зиме, и заметила, что у некоторых верхней части кустов тронулись в рост почки. И я подумала, если у них появилось желание расти, может, они и укорениться захотят. Вот так цвел этот клематис диамантина летом, а сейчас я попробую его зачеренковать и укоренить. Срезанные веточки я занесла домой и накрыла их хлопчатобумажной тканью, чтобы они постепенно приняли температуру комнаты. По прошествии 2 часов я сняла ткань и стала с веточек обрезать все сухие листья. Вот такие получились веточки. Сейчас нарежу с них черенки. С этой веточки получится 2 черенка. Раз. И 2. Нарезанные черенки я буду ставить в стакан с водой. Вода у меня здесь природная, дождевая. Есть еще и вот такие веточки, когда от основной ветки в сторону отходит еще одна ветка. И тогда можно сделать черенок с пяточкой. По моим наблюдениям, у многих растений черенки с пяточкой укореняются лучше. Поскольку веточки тоненькие, я постараюсь аккуратненько их выломать. Вот так вот в сторону сначала надавлю, а потом вверх возьму и вытяну. Раз, и готово. Пока черенки будут набираться влаги, я подготовлю субстрат. Для этого смешаю в равных частях верховой торф и песок. И всю эту смесь засыплю в глиняный горшочек. В стаканчик я насыпала корневин. Буду обмакивать в него черенки и высаживать в горшочек. Черенки накрою пластиковым ведерком и поставлю их под лампу. «30 ноября. Вот так выглядят сейчас черенки. Я их периодически открываю для проветривания. А также проверяю грунт на влажность. Сейчас он слегка влажный, поэтому поливать не буду. И так они простояли всю зиму. Периодически я убирала пропавшие черенки. 6 апреля. Листочки особо не наросли, некоторые даже стали по краешку желтеть. Посмотрим, как же обстоят дела с корнями. Один черенок с корешком. Будем смотреть дальше. Второй без корешка. Листик есть, а корешка нет. Корешки есть, даже переплелись. Интересно, это у одного черенка столько корней или у нескольких? Сейчас я аккуратно разрушу земляной ком, и мы посмотрим. Ух ты! Таких корешков, честно вам скажу, я даже и не ожидала. Верх черенка, можно сказать, находился в спящем состоянии, но корневая система при этом замечательно развивалась. Вижу, еще тут есть черенки с корешками.
И здесь корешок неплохой. Ничего себе, вот это корешок! Листики такие невзрачные, желтые, а корешок при этом меня очень приятно удивил. Вот еще один есть черенок. Но корешка он, к сожалению, не нарастил. Получилось 4 черенка с корешками. И это все 4 черенка, которые я отламывала от основного стебля, и они получались с пяточкой. Сейчас рассажу их по отдельным стаканчикам. Высаживать буду так, чтобы вот эти листики оказались прямо на уровне с землей. В качестве грунта я буду использовать верховой питательный торф. Он легкий и питательный, и это поможет черенкам быстрее и активнее пойти в рост. Черенки с самыми большими корнями посажу вот в такие длинные стаканы. А у кого корешки поменьше, посажу их в обыкновенные 200-граммовые стаканы. Обязательно полью. Поскольку черенки у меня стояли под лампами и солнышко они не видели, то буду постепенно их приучать к солнечному свету. А когда к солнышку привыкнут, перенесу их в теплицу. 14 июня. Вот так выглядят кустики. Один я уже пересадила, сейчас буду и остальные пересаживать. Корешки хорошие. Со всех сторон. В этот стаканчик был посажен черенок с самым маленьким корешком. Вот такой он был. Корешки здесь не очень большие, но они все-таки есть. И я этот черенок тоже пересажу в больший объем. И 4-й черенок. Здесь уже 2 хороших таких толстых корешка, и видны еще тоненькие корешки, которые за лето разрастутся и тоже станут толстенькими. Вот таких 4 хорошеньких красавца. 10 сентября. Такими стали саженцы. Эти 2, у которых изначально была хорошо развита корневая система, а эти 2, у которых корешки были маленькие при посадке. Сейчас аккуратненько посмотрю, как наросли корешки у самых маленьких саженцев. Корневая здесь достаточно хорошая, саженец развивается, и это очень радует. И еще посмотрим у самого маленького, как наросла корневая. Большие доставать не буду, уже сложновато это сделать, чтобы не повредить молодые хрупкие побеги. Но даже по маленьким саженцам видно, что корневая за лето наросла очень даже хорошая. И теперь их смело можно высаживать в грунт. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!